Ну что, друзья, снова здрасте, с вами опять же канал Trax TV. Сегодня мы, как ни удивительно, снимаем снова грузовик. И не просто грузовик, а одну из самых популярных моделей на российском рынке подержанных иностранных грузовиков. Это MAN TGS, или как у нас в простонародье его просто называют MAN TGS. Причем в данном случае у нас машина, скажем так, в максимально дешевой, в максимально экономичной, скажем так, комплектации. Эту машину купил мой друг Миша. Эта машина у нас уже светилась в одном из роликов. Значит, машина 2015 года. И она присоединилась к первой машине марки MAN TGX с пробегом 750 тысяч километров. Так вот, это была первая машина марки MAN у Миши. В остальном у него КАМАЗы, которые возят пищевые бочки. Собственно, и эта машина тоже будет таскать за собой пищевую бочку. И стала второй машиной марки MAN в парке. Конечно, Миша хотел с высокой кабиной, хотел TGX. Но так как мы люди не особо избалованные каким-то комфортом, то и такая кабина очень даже ничего. Да, конечно, вот вы сейчас смотрите, она выглядит очень скромной и очень маленькой. Но мановцам удалось даже в региональной версии, напомню, что у производителей грузовиков есть некоторые деления. То есть широкие кабины — это для дальнобоя, вот такие узенькие, так называемые региональные, предназначенные для работы на коротком плече. Давайте расшифруем индекс TGS. То есть Technology Generation. S — это у нас обозначение региональной версии, то есть узенькая кабинка. И, соответственно, циферка 19 — это полная масса тягача, то есть тягача с нагрузкой на седло. Не путать полная масса автопоезда и полная масса тягача. Далее, 400 — это мощность двигателя, который здесь установлен. Здесь установлен самый распространенный на грузовиках MAN в России на данный момент. Это двигатель D20, ну D2066, но мы называем там первые цифры. D20. Вторые по популярности — это более объемные моторы D26. Соответственно, вот это 400 там, или 360 лошадиных сил, это у нас линейка 10,5 литрового силового агрегата. Это все шестицилиндровые моторы с 4 клапанами на цилиндр, с топливной системой Common Rail, с обычной турбиной, без всякой изменяемой геометрии, без всевозможных крендибоберов. Это достаточно простая система, но при этом мановцы, не перестаю отмечать это, они, наверное, одни из самых удачливых производителей коммерческой техники, которые со времен ужесточения экологических норм сделали самый верный, самый правильный шаг и выбрали в качестве наиболее экономичных и экологичных топливных систем топливные системы Common Rail. Напомню, что Common Rail — это у нас, когда есть топливный насос высокого давления, он нагоняет топливо в топливную рампу, которая выдерживает очень серьезное давление, там более 2000 бар, и, соответственно, из этой топливной рампы питаются все форсунки. Управляет форсунками блок управления двигателя, то есть здесь электронный мотор. Ну, не в смысле электродвигателя, а в смысле управляется электроникой. То есть каждый впрыск контролирует компьютер, благодаря чему удается достичь достаточно жестких экологических норм, сократить расход топлива, улучшить, скажем так, тяговые характеристики во всем диапазоне оборотов и так далее. Ну, собственно, отдельно, я, друзья, думаю, мы будем снимать уже отдельные какие-то ролики, посвященные более глубокому изучению каких-то технических особенностей коммерческой техники. Поэтому давайте продолжим дальше. В данном случае машина, как уже говорил, это самая бюджетная комплектация. Здесь нет ни противотуманок, здесь нет высокой крыши. В данном случае мотор D2066 здесь сагрегатирован с 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF. Напомню, что MAN устанавливает на свои грузовики в настоящий момент как ZF-ские коробки, так и коробки передач Scania. Если кто не знал, то теперь, собственно, сейчас и MAN, и Scania входят в концерн Volkswagen, и, соответственно, они сейчас будут все чаще заимствовать какие-то решения, какие-то, может быть, узлы, агрегаты в своих машинах. Ну и, собственно,
Здесь также у нас в России предлагалась версия с роботизированной коробкой передач AS-Tronic на 12 передач. Можно было заказывать машины с ретардером, трансмиссионным тормозом-замедлителем. Напомню, что, наверное, самый лучший моторный именно тормоз — это моторный тормоз Web, который устанавливается на двигателях Volvo и двигателях Renault. Вот он развивает очень мощный крутящий момент за счет очень хитрой системы, которая изменяет немножечко фазы газораспределения в момент торможения двигателем. И на выходе у нас получается очень высокий крутящий момент на торможении. Соответственно, здесь обычный горный тормоз стоит, с ним тоже надо уметь работать. Он работает не так эффективно, как волевская система, но тем не менее. Кстати, возвращаясь по двигателю, если двигатель вот этот на 10,5 литров, он развивает достаточно скромный, да, вот сейчас 400 лошадиных сил, то есть двигатель D26, который устанавливается на более мощные версии. Так вот, это практически один и тот же мотор. Они, по сути, главное их отличие — это диаметр цилиндра. Здесь диаметр цилиндра 120 мм, как вы понимаете, исходя из названия мотора D20, прибавляющий единичку, то есть и получается диаметр цилиндра. Соответственно, в моторе D26 диаметр цилиндра 126 мм, и объем двигателя уже получается более 12 литров. Ну, все, закончили с моторами, погнали дальше. Значит, в данном случае у нас стоит алюминиевый топливный бак, и сюда же у нас интегрирован бачок с мочевиной. Еще раз напоминаю, для тех, кто не знал, внутри вставлен еще пластиковый бачок. То есть мочевина, она реагирует с металлами, она их очень сильно окисляет, очень активно, поэтому внутри здесь, как уже сказал, установлен пластиковый бачок, в котором, собственно, и плещется мочевина. Значит, здесь версия с одним топливным баком. Задняя подвеска традиционно на манах. Это просто великолепнейшая по своей плавности хода подвеска на 4 подушках. Сверху она крепится на рогатке или на ласточке, или на ласточкином хвосте, кто как ее называет. Суть от этого не меняется. Сзади у нас стабилизатор поперечной устойчивости. Тормозная система здесь дисковая, диски на всех колесах. Естественно, туда интегрированы и АБС, туда и электронное распределение тормозных сил. В общем, здесь, в принципе, все уже нашпиговано электроникой. Впрочем, как подвеска здесь тоже с электронным управлением, так называемый ECAS, да, распространенное такое обозначение электронно управляемой подвески на многих грузовиках и автобусах. То есть в плавности хода MAN очень крутая машина. Несмотря на то, что здесь стоят рессоры и обычная балка, машина идет очень и очень комфортно. Ну и, как уже говорил, да, машина максимально бюджетная, поэтому здесь установлены самые обычные пружины в подвеске кабины, тогда как на более дорогих версиях у нас устанавливаются уже пневматические стойки в точках опоры кабины. Ну, пойдемте посмотрим, что там у нас спереди-то. Да, у нас на обзоре, как это принято в простонародье говорить, бомж-версия или бомж-комплектация. Ну, это вот один бак, это механическая коробка передач, это самый маленький двигатель, это узенькая, низенькая кабина с крохотуличным, практически с отсутствующим набором каких-то дополнительных опций и удобств для водителя. А вообще у ТГС, конечно же, есть два варианта кабины по высоте крыши, то есть это низкая кабина, есть высокая кабина. По длине есть со спальником, есть дневная кабина без спальника, есть вариант с откидным спальником, просто издевательство над водителем. Ну, какие-то спецверсии, какие-то специсполнения мы, конечно же, здесь рассматривать не будем. Мы сейчас говорим вот про самые распространенные, самые обычные машины. У старшей модели, у TGX, у широкой кабины есть 3 варианта крыши, соответственно, низкая, средняя, высокая. Мы о них сейчас говорить не будем. По двигателям кратенько тоже. Вот эти два двигателя, о которых я же сказал, D20 и D26, это самые распространенные. Но были еще машины с двигателем V8. Но в свое время мановцы от него отказались. Впрочем, как и остальные производители. И сейчас среди европейских грузовиков магистральные машины с двигателем V8 выпускает только Scania. В общем, что касается ТГС и TGX, то в Европе это поколение, которое мы сейчас рассматриваем и обозреваем, имел еще рестайлинг.
Но в Россию рестайлинговые машины новыми официально не поставлялись, а в Европе они получили немножечко другую морду лица, изменился немножечко интерьер, и часть недоработок, часть косяков эргономических, о которых мы сейчас чуть позже поговорим, они уже были устранены. Но в России, как уже сказал, просто вот ТГС, TGX как появились, вот они выпускались вплоть до того момента, пока не поменялось поколение. То есть промежуточного рестайлингового ТГС, TGX первого поколения здесь не было. Ну а что касается цен, то на первый план тут, конечно же, выходит не столько там высота крыши, количество опций, количество баков, роботизированная механическая коробка передач, а на первый план выходит, конечно же, это состояние какого-то конкретного автомобиля. Но если, конечно же, если вы продавец, вы продаете машину, и у вас машина с высокой крышей, куча опций, там, нормальный движок, роботизированная коробка передач, то шанс того, что вы быстро продадите такую машину, он, конечно же, гораздо более высокий, чем если вы выставите вот такую бомж-комплектацию на продажу. Итак, что касается рынка поддержанных MAN TGS, то сейчас на Авто.ру довольно много машин в продаже, аж 136, но мы давайте будем смотреть, так как мы рассматриваем самую бедную комплектацию, машину самой бедной комплектации, давайте и будем смотреть машины самые бюджетные, которые есть на нашем обзоре. Ну, в основном машины здесь, как вы видите, продают площадки всякие, дилеры. Самая первая машина, которая нам встречается, это, ну, естественно, вот это как раз бюджетное исполнение, нет противотуманок, низкая крыша, белый цвет. Белый цвет — это базовый цвет этих грузовиков, он самый дешевый, ничего не надо доплачивать. Значит, 5 миллионов 900 тысяч рублей за машину 2017 года с пробегом 790 тысяч километров. Идем дальше, ну, это у нас все площадки. Значит, вот, кстати, 2 миллиона 650 тысяч 2010 год выпуска. Давайте посмотрим, что это, судя по всему, от частника у нас. Ну, пишется все хорошо, все отлично. Ну да, салон, судя по всему, ухоженный, но комплектация, как вы видите, точно такая же, как на нашем обзоре. Это, собственно, базовый тягач, базовый ТГС для российского рынка. То есть нет ничего. Так, а давайте посмотрим, есть вообще на роботе машины. Всего 10 машин. Это, то есть, менее 10% представленных на Авто.ру бэушных манов ТГС имеют роботизированную коробку. Да, так, вот синенький. Так, смотрим. Ах, нет, друзья, это точно такая же бомж-комплектация, просто есть еще роботизированная коробка, и все. Ну и цвет синий. Ну и плюс, ладно, окей, закабинные обтекатели боковые есть, а в остальном даже тоже противотуманок нет. Ну, кабина высокая. Ну ладно, окей, это не совсем бомж-комплектация, но очень близко к этому. Ладно, друзья, в общем, суть понятна. В основном на российском рынке сейчас представлены в продаже именно бэушные маны ТГС вот в такой бюджетной версии. В общем, под видео я оставил ссылочку на Авто.ру, кликайте и перейдете прямиком на подборку тягачей MAN TGS. Ну, а потом, конечно же, возвращайтесь, ведь мы продолжаем обзор. Здесь, кстати, работает еще замок капота, который открывается непосредственно из кабины. То есть у многих производителей замка капота нет, и капот просто с улицы открывается. Здесь же нет, здесь еще с точки зрения безопасности это предусмотрено. Хотя, с другой стороны, воровать здесь абсолютно нечего, поэтому, ну, разве что кто-то, может быть, омывайку сольет. Поэтому какого-то смысла в этом замке особого нет. Но здесь все привычно, ничего не менялось со времен манов TGA, собственно, и сейчас на нынешнем поколении новом грузовиков манов TGX, TGS сейчас тоже не особо что-то поменялось. Здесь у нас установлен воздушный фильтр салонный, то есть не воздушный двигатель имеется в виду, а фильтр салонный, да, чтобы вот не путать. Воздушный фильтр находится за кабиной. Здесь находится расширительный бачок двигателя. Это бачок для сцепления. Далее под этими крышечками, под пластиками, где написано, что не нужно сюда лить водой, здесь находятся колодки и разъемы проводов. Ну, те, кто смотрел за попыткой восстановления моего MAN TGA, можете посмотреть старые видео. Мы проводку полностью ставили
новую проводку переделывали, потому что у меня машина была вот такая вот с маленькой кабиной, мы туда поставили высокую кабину. Машина была плюс праворукой, с изуродованной проводкой, мы ставили другую проводку, все это потом пытались скрестить. В общем, кому интересно, можете посмотреть эти видосы. Ну, а в остальном здесь, наверное, больше вам показать и рассказать нечего. Ну, разве что вот здесь, когда машины были новые, они приходили с щетками. Вот здесь стояла телескопическая такая ручка для этой щетки, отдельно щетка с микрофиброй и с водосгоном, и, соответственно, это было очень и очень удобно. Далее здесь у нас лежит труба, при помощи которой можно опрокинуть кабину. Подъемник у нас находится с пассажирской ступеньки, но опять же не будем рассказывать, это уж все об этом знают прекрасно. Вот, а лежит она здесь по одной простой причине. Дело в том, что если мы попытаемся поднять кабину, не открыв капот, то этот самый капот заломает об бампер. Это проверено, это, к сожалению, так. Поэтому, чтобы водители при подъеме кабины обязательно открыли капот, поэтому туда, собственно, и спрятали вот эту трубу. То есть, пока не откроешь, трубу не достанешь. С точки зрения экономии средств, да, возможных, это сделано все круто. Да, машина 2015 года, есть у нее, конечно же, нюансики. Бампер здесь крашеный, ну и плюс у машины есть, значит, легкое складывание, были легкие ножницы, немножечко здесь пострадал угол кабины. Не критично, не серьезно, но факт остается фактом, это было. Что можно сказать, друзья? Пойдемте, наверное, в кабину, потому что вот сейчас, если смотреть на кабину этого грузовика, ну, подальше встать, она выглядит очень маленькой, и сразу думаешь, блин, наверное, она не очень комфортная. Напомню, что я в свое время несколько лет отработал на грузовиках МАН, это были и ТГАшки, это были и ТГС, это были там механические коробки, роботизированные, друзья. Но у меня к МАНу раньше, когда-то там в нулевых, мне казалось, что МАНы, ну, все так говорили, МАН, ну, такая себе машина, вот Volvo, Mercedes, о божечки. Так вот, после кабины Volvo первого поколения, вот эта кабина кажется просто верхом простора, потому что у Volvo вот эти наклоненные стойки лобового стекла, которые сжирают гигантское количество места, и там в Volvo вот так вот, там в кабине, в старой Volvo имеется в виду, перемещаешься, это очень неудобно. И после этого, когда смотришь на обычную региональную, самую маленькую кабину МАНа, и такой, блин, нифига себе, как немцы все-таки смогли это сделать. Очень круто. Ну и еще, конечно же, стоит добавить, что немцы очень хорошо поработали над тем, чтобы делать кабины из нормального металла, потому что если мы берем грузовики F-серии, то они, к сожалению, очень любили подгнивать и ржаветь. То вот с машинами уже линейки ТГА, ТГС и ТГХ кабины сделали уже из очень крутого металла, и он уж спустя 20 лет, вот у меня МАН, и ржавчина только там, где что-то где-то закосячили машину, и только в таких местах появляется ржавчина. В остальных прям металл суперский, толстый, очень тяжело пилится, и, блин, вообще красавчики. Все, нет слов. Продолжать дальше здесь, наверное, рассказ не будем. Ну, наверное, можно рассказать, конечно же, о рундуках. Здесь они огромного размера, открываются из кабины, и доступ у нас есть как отсюда, так и из кабины. То есть мы можем с улицы открывать вот этот бомбалюк, или мы можем, подняв спалку, добраться через крышечку, добраться до вещей, которые лежат здесь. Ну, здесь личные вещи водителя, трогать, естественно, не будем. Очень удобно сделано. На мой взгляд, это один из лучших вариантов реализации именно боковых люков, которые есть на грузовиках. Очень классно сделано. Ну, про то, что здесь стоит пневмосиденье с минимальным количеством, по меркам грузовиков, конечно, минимальным количеством регулировок, мы уже рассказывать, особо останавливаться не будем. Все здесь как обычно. OBD-разъемчик, через который мы подключаемся к диагностическому сканеру, к компьютеру и, собственно, диагностируем машину. Хотя, на самом деле, здесь, ну, практически во всех грузовиках есть очень хорошая система самодиагностики бортовой, где можно посмотреть ошибки и понять, что с машиной происходит. Опять же, этим нужно уметь пользоваться, и об этом, я думаю, нужно будет снять уже отдельный видос, потому что сейчас это будет очень долго и утомительно. Все, пойдемте в кабину, посмотрим, что у нас там. Так, ну, естественно, он пишет, сразу покажи, неисправность бортового компьютера и так далее. Пробег 745 384 километра. Ну, приборочка
Очень красивый приборчик, мне очень нравится, классическая, с хромированными ободками, тахометр, спидометр, указатель уровня топлива, и здесь же есть кнопочка, которая переключает указатель на запас мочевины. То есть сейчас вот синенькая лампочка горит и, соответственно, показывает уровень мочевины. Переключаем, показывает уровень топлива в баке. Температура двигателя и давление в контурах пневмосистемы. Ну и плюс у нас дисплей бортового компьютера. Долгое время у Мана был такой вот чмошненький, маленький, монохромный дисплей. Только вот недавно он обзавелся уже нормальной приборкой, имеется в виду с нормальным дисплеем. Да, функциональность от этого не страдает, но все-таки хотелось бы видеть красоты в этом элементе. Тем более, столько лет он выпускался с обычным дисплеем, ну, можно было это же проработать. Хотя Ман еще называют по-другому немецким трактором. Ну вот что хочу сказать. Сейчас мы развернемся против солнца, чтобы камера могла нормально снимать. Лед везде. Включаем блокировку. Так. Ну-ка, в горочку, да еще с вывернутым рулем. Очень классно переключаются передачи в этом грузовике. То есть механизм переключения здесь очень круто настроен, очень классно работает. Но, к сожалению, мы не можем тронуться с места. Так. Ну, конечно, пустая голова. Да что такое? Пустая голова не хочет ехать, не хочет с нами дружиться. Поэтому тест-драйв сегодня мы делать не будем с пустой башкой, потому что, смотрите, просто лед и подтаявший все. То есть лед, смазанный водичкой. Поэтому мы не будем пытать машину и расскажем, наверное, про убранство Мана ТГС непосредственно уже здесь. Как видите, самая маленькая кабина, я, конечно, погорячился, что она достаточно просторная. Естественно, из-за низкой крыши она очень ограничена, но это, опять же, по задумке немцев, эта машина предназначена для работы на коротком плече. Она не предназначена для дальнобоя. Лишь у нас в стране даже такая машина для дальнобоя — это уже за радость. При этом у нас достаточно широкий спальник, сюда не будем лазить, потому что здесь вещи водителя, постель водителя, которую мы трогать не будем. При этом хочется отметить, что несмотря на 7-летний возраст, машина сохранилась в довольно-таки приятном состоянии, очень чистенькая, здесь приятно пахнет, то есть она не прокурена, она здесь не воняет потными носками, простите, и так далее. Что в Манах, например, людей очень часто раздражает? Например, это вот этот пенечек. В данном случае понятно, что у нас стоит механическая коробка передач, ее кочерга. Но если у нас идет версия с роботизированной коробкой, то пенек все равно остается. И он достаточно серьезно ограничивает вот здесь пространство, и он неудобен. Но зато у Мана очень крутая система стояночного отопления. Вот здесь у нас проходят воздуховоды внутри под полом, и выходы идут из-под водительского и из-под пассажирского сидения, благодаря чему кабина очень равномерно, очень классно прогревается. К сожалению, в новом поколении Маны, который вот сейчас стоит уже в производстве на конвейере, от этой системы отказались, сделали систему с мокрой автономкой, которая работает через общую систему отопления, общую систему климата, и она, к сожалению, в условиях очень холодной зимы не так хорошо справляется с прогревом кабины, как система вот старая. Но при этом нужно отдавать отчет, что машины проектируются эти в Европе и непосредственно для Европы, поэтому для их менее теплых зим такой системы стояночного отопления, как в новых грузовиках, вполне достаточно. Ну а здесь старая добрая обычная сухая автономка. Управляется она только отсюда. То есть потом эту проблему решили, появилась уже какая-то возможность управлять автономкой из спальника, но я по своему опыту могу сказать, что это очень неудачное решение, когда, например, у тебя автономка заглохла или ты ночью замерз, тебе приходится из-под одеяла вылезать, тянуться и включать отсюда, соответственно, автономный отопитель. Неудобно сделано. Ну и плюс сам блок климата на ходу не очень удобен. Сначала к нему нужно достаточно долго привыкать.
потому что нужно отвлекать взгляд от дороги, переводить его сюда. Вот этот маленький куцый дисплейчик, плюс вот эти вот регулировки, они, конечно же, не очень удобны для интуитивного восприятия. По кнопкам здесь рассказывать нечего. АСР-ка, автоматическая активация моторного тормоза. Когда мы нажимаем на педаль тормоза, у нас должна срабатывать еще и, соответственно, торможение двигателем. Далее это у нас огни автопоезда, самодиагностика освещения. И все, друзья, здесь больше ничего нет. Ну, кроме, это что у нас, лимитер. Далее блокировка дифференциала, которой мы сейчас воспользовались и не смогли все равно заехать. Руль, как уже говорил, вот этой кнопочкой у нас регулируется. Переключателя подрулевых 3 штуки. Ну, основной, который у нас управляет в первую очередь, это... Давайте вот так выверну. Значит, он управляет светом и управляет работой стеклоочистителей и омывателем. Volkswagen-овский переключатель габаритов ближнего света, блок управления стеклоподъемниками, блок управления зеркалами, подогревом зеркал. Выполнено все качественно, добротно. По сравнению с предыдущим поколением грузовиков MAN TGA, здесь, ну, во-первых, с дизайном очень круто поработали, машина стала выглядеть гораздо симпатичнее в салоне, ну и плюс стал гораздо лучше пластик. Да, он такой дубовенький, поскрипывает, вот в этой части пластик изнашивается, есть какие-то эргономические вопросики ко всему этому, но есть у торпеда MAN один главный плюс, который мне очень нравится. Это то, что она не развернута к водителю, как это делают практически все производители. И здесь нет вот этого торчащего угла, который съедает огромное количество места в салоне. В европейцах и так кабины достаточно тесные по сравнению с американцами, так еще делают вот эти торпеды. Ну, я не знаю. Не знаю зачем, но вот у MAN было классно. Вот это, то, что вот было, это классно. Далее. Значит, полочка, здесь прикуриватель, розетка, снизу еще 2 розетки, но какого-то непонятного европейского образца, которые не распространены у нас. Розетки слепые, там одна на 24 вольта, одна на 12 вольт, и очень многие водители полили свои какие-то устройства, включая не в 12 вольт, а в 24, ну, когда включается на ощупь. Очень многие от этого страдали. Ну, а так как здесь маленькая кабина, сверху полочек очень мало, вот, соответственно, в средней части и с пассажирской стороны полочка есть, и на этом все. То есть в плане размещения мест, помимо достаточно больших рундуков, здесь особо что-то положить не получится. Ну, вот здесь под спальником, напоминаю, что здесь бюджетная версия, и здесь нет холодильника, здесь просто вот эта перегородка, и за ней есть еще отсек, куда можно складывать какие-то свои вещи. В версиях с холодильником, соответственно, здесь торчит еще холодильничек. Дальше солнцезащитные шторки с таким грохотом они застегиваются. Здесь, как вы видите, сбоку нет никаких шторок, никаких козырьков, то есть приходится водителям на таких бюджетных комплектациях страдать, потому что солнце, если светит сбоку, а водитель MAN сидит достаточно высоко, то спрятаться от него просто некуда, и приходится мучиться. Я, например, спасался вот этой шторкой, вот так вот ее призакрывал и вот так ездил. Ну, на самом деле, понятно, что попытка удешевить максимально машину для того, чтобы угодить клиенту, чтобы заманить клиента, но при этом все-таки не нужно терять грань, за которой уже просто водить машину небезопасно. Когда вас слепит солнце сбоку, когда вы от него пытаетесь что-то спрятаться, вы начинаете отвлекаться, начинаете нервничать, беситься. Естественно, на безопасности это сказывается не лучшим образом. Мультимедиа-система, друзья, тоже самая бедная, самая бюджетная, то есть маленький вот такой экранчик, но это вот прям максимально все дешевое, очищенчик вот такой. Ну, друзья, вот такая бюджетная комплектация, но на вторичном рынке проблема уже не в комплектациях, а проблема в состоянии машины. В данном случае вот Миша там, вот не соврать бы, по-моему, полгода ездил, смотрел всякие разные машины, ценники высокие, машины убитые, и вот эта машина ему приглянула, несмотря на то, что это узенькая маленькая кабина, самая дешевая комплектация, она ему понравилась, и купил он ее благодаря более-менее приличному состоянию, несмотря на пробег 745 тысяч километров. Машина действительно ухоженная, даже руль не затерт. Приятное очень впечатление оставляет этот автомобиль. Ну все, машину зацепили. И больше-то, друзья, наверное, добавить на данный момент нечего. Вот
такой он MAN TGS. В самой бюджетной, в самой скромной комплектации и пробегом 745 тысяч километров. В общем, друзья, вы все знаете. Традиционно дизлайк, отписка. А пока всем пока.